Привет, дорогие друзья! Слушайте, в последнее время слышу от некоторых людей, от которых раньше, конечно, не ожидал такого услышать, о том, что СБУ молодцы на самом деле, они ловят там шпионов, все такое. Слышу даже от некоторых людей, как бы так сказать, публично верующих, о том, что СБУ сейчас очищает церковь, и все такое, это когда они к батюшкам этим несчастным приходят. Я не против прихода, я считаю, что можно было и без войны. Приходить там к таким, знаете, заворованным перцам из церкви. Но когда приходят к батюшкам там на местах, и я вижу это убранство, и потом кто-то рассказывает, что это шпионы ФСБ, мрази вы, те, кто поддерживают этот трэш. Теперь, смотрите, они арестовали еще одного шпиона. Вот, Служба безопасности Украины отчиталась об этом. Давайте почитаем. Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Киевской области. Злоумышленником оказался житель Белой Церкви, которого в декабре прошлого года завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы. После предоставления письменного согласия на сотрудничество с врагом, его соратник получил оперативный псевдоним «Тень» и задание на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По указанию ФСБ он объезжал местность и скрытно собирал информацию о местоположении подразделений сил обороны на территории региона. Первым делом российский агент пытался выявить штабы управления, склады с артиллерийским вооружением ВСУ. Кроме этого, передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Конечно же, на Google картах этого посмотреть нельзя было. По результатам следствия предатель поддерживал коммуникацию с ФСБ через отработанный анонимный телеграм-канал. Именно туда он сбрасывал полученные сведения. Установлено, что в дальнейшем злоумышленник должен был создать разветвленную агентурную сеть для большего покрытия региона. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами конспирологических переписок. Также у фигуранта выявлен российский паспорт, прокремлевская символика. Грозит ему 15 лет по части 2 статьи «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения». Мои дорогие друзья, это очень важно, чтобы вы уловили, в чем его обвиняют. В том, что он фотографировал объекты и сообщал о них через телеграм-канал кадровым офицерам Федеральной службы безопасности. Почетный сказочник Украины, он же советник министра МВД Геращенко, сообщил то же самое, только у него еще и фото в пилотке. Дело в том, что ФСБшники, то есть СБУшники, постеснялись после того, как я опубликовал статус о том, что, смотрите, в советской пилотке поймали шпиона, как в анекдоте, да, и они убрали это фото. Давайте посмотрим на сами фото. Вот здесь вот этот бедолага скрученный стоит, вот заходят в комнату, очень бедное убранство этой комнаты, видно, что человек бедный, показывают действительно российский паспорт, вот расписка. На расписку я бы просил обратить особое внимание. Я такой-то, такой-то, даю согласие, зачем, кстати, замазано, если мы знаем, кто это, даю согласие добровольно оказывать помощь органам ФСБ Российской Федерации, хранить в тайне информацию о ставшей мне в ходе процессов сотрудничества известными формы метода работы. В целях соблюдения конспирации буду использовать псевдоним «Тень». 15 декабря. Но расписка лежит у него, я так понимаю, он расписался и дал ее самому себе. В противном случае, никто не задумывается над этим сейчас. И раньше-то не особо задумывались, а сейчас-то точно нет. Давайте посмотрим дальше. У него, конечно же, как у настоящего шпиона, разбросаны везде флаги ему, наверное, передала Российская Федерация, ФСБ, и георгиевские ленты, без них никак. Я полагаю, что, здесь флаг вообще, видите, красный, с серпом и молотом. Я так полагаю, что СБУшные свиньи возят с собой этот набор, они всем его подкладывают, и тем же священникам они подкладывают, и всем шпионам, у каждого шпиона должен быть набор георгиевских лент. Давайте посмотрим теперь на переписку, тайную переписку в Telegram. Вот. Во-первых, вы, конечно же, обращайте внимание, как еще назвать тайно сотрудника Федеральной службы безопасности. Конечно же, ЗОВ. Так, следующий скрин, отмеченное мною жилье военных тра-та-та. Мы обращаем внимание на одну галочку. То есть вся информация, предоставленная этим важным шпионом, вот, к примеру, с 27 декабря, это даже не просматривалось. И переписка односторонняя. То есть он куда-то отправлял кому-то с именем, с псевдозов. Я так полагаю, что самим СБУшникам, потому что они любители
создать такую штуку, спровоцировать кого-то на преступление, то, что запрещено во всем мире запрещено, а потом рассказывать, мы поймали шпиона. Вот та самая фотография, которую СБУ уже у себя выпилили, но тем не менее она есть. Это снято также СБУшниками, они глумятся над задержанным, надели на него вот пилотку, видите, советского солдата, пилотка на нем, значит он ФСБшник. Теперь я вам предлагаю посмотреть некоторые фотографии. Смотрите, чтобы вы понимали, вот это селфи, то есть это сделал человек селфи. И вам кажется, что что-то здесь не так, ну то есть какое-то качество. Это я не уменьшал качество, оно такое и есть. Сейчас я вам все объясню. Вот, это селфи, человек не видит в этом ничего предосудительного, в том, что селфи именно такое. Далее ребенок, тоже видите, фотографии ужасающего качества, они размытые, женщина с ребенком. Все очень размыто. Вот поезд едет. Фотографии крайне некачественные. Тем не менее, эти фотографии вот в таком вот качестве выложены жителям Белой Церкви на своих одноклассниках, на своей странице в одноклассниках. Этот человек, вы уже, наверное, догадались, это тот же самый человек. Это тот же самый арестованный СБУ человек. Он публикует такого рода фотографии. Почему он публикует такого рода фотографии? Почему они ему кажутся вполне приемлемыми для публикации? Дело в том, что у него проблемы со зрением. Но не только. Вот это вот диагноз. Диагноз, который выдан Сергею Титову, который родился в Норильске в 1979 году. Кстати, забыл уточнить, российский паспорт у него по причине того, что в 1979 году он там родился, но уже в 2 года находился на территории Украины. И впоследствии, в каком-то кучерявом году, в 2003, он получил этот российский паспорт. То есть тут ничего удивительного нет. Читаем дальше, потому что это диагноз. Титов Сергей. Дело в том, что Титов Сергей родился у мамы, у которой были колоссальные проблемы с ожирением, с интоксикацией и с прочими вещами. С недельного возраста он находился на искусственном вскармливании и на 1-м году жизни рос и развивался в соответствии возрасту. Но потом произошли проблемы. У него развилось косоглазие, и в 80-м году в больнице города Киева был выявлен целый ряд заболеваний относительно зрения. У него была проведена операция, потому что у него началась рецессия внутренних мышц обоих глаз. В результате операции ситуация не улучшилась. И у него началась атрофия зрительных нервов обоих глаз. В возрасте 2,5 лет он осмотрен невропатологом, психиатром. И, к сожалению, пришли они к выводу, что у него имеет место быть психическое заболевание. У него есть неуживчивость в детском коллективе, диагноз, последствия токсикоза беременности и родовой травмы. Гипердинамический синдром. В 1985 году его вновь осматривают и приходят к выводу о том, что, к сожалению, у него продолжается атрофия зрительных нервов. Психическое заболевание также ярко выражается, и в настоящее время его беспокоит нарушение в поведении. Невозможно сдерживать себя, периодические приступы апатии, отрешенности от мира. Со слов ребенка, ему что-то закрывает глаза. Он неоднократно проходил лечение в областной больнице. Там же врачи посоветовали выехать на лечение за пределы области. То есть в киевских больницах не могли справиться с этим. Он является инвалидом. Титов Сергей Николаевич, он состоит на учете с хроническим психическим заболеванием, инвалид 2-й группы по зрению. Служба безопасности Украины, каждый, кто к ней относится, и каждый, кто славит их, каждый, кто в позитивном ключе отзывается о них. Это просто люди без стыда, чести и совести. Это бесчестные люди. Это люди, в которых нет даже вот такого вот крупицы сострадания к больным людям. Что делают они? И это уже абсолютно подтвержденная информация. Они находят психически больных людей в областях. После этого крутят их и делают дела для статистики. Этих людей, конечно же, на допросе такому человеку, который просто психически болен. Ему достаточно на пальцы наступить ногой, и он напишет все, что угодно. Кроме того, в этом случае они уже превзошли самих себя.
И они выдали человека, который плохо видит, у которого колоссальные проблемы со зрением, за человека, который должен был фотографировать важные стратегические объекты и сообщать об этом Федеральной службе безопасности. Я, конечно же, переведу это видео, максимально постараюсь его распространить, но фишка в том, что пока сами мы, граждане Украины, нормальные, адекватные украинцы, не увидим то, что творит служба безопасности Украины, та служба, которая первой сбежала только при приближении российских войск, та служба, которая во многих городах побросала совершенно секретные архивы, и благодаря этому россияне выявили практически всю сетку агентов, спецслужб и на территории Украины, и на приграничных территориях. Просто об этом вам не говорят, правда, что стало потом с этими людьми. Эта служба клепает дела из ничего, и они уже перешли любые грани. Каждый, кто их поддерживает. Извини, но ты мерзавец. Пока.